Шалом лекулям, я Ив, и сегодня я покажу вам, как умирает Баухаус у меня на районе. Вы увидите примеры людей, которые используют свои дома правильно и хорошо, и вы увидите примеры людей, которые ведут себя как сволочи и ничего не сохраняют для потомков. Я сохраняю последние крупицы того, что осталось от моего района. Смотрите и наслаждайтесь. У нас на районе много зданий в стиле Баухаус. Некоторые сохранились лучше, некоторые хуже. Это вот сохранилось довольно хорошо. Здесь, конечно же, шикарные оригинальные балконы. Прямо возле моего дома находится дом Туви Фридмана, построенный в 1957 году. Входят они вот в этот дом вот отсюда. А вот та дверь закрыта. Но то, что там находится внутри, просто невероятно. Посмотрите, как здесь было красиво, какой здесь был шикарный вход. А вот что там внутри. Посмотрите, как необычно окно, которое выходит в главную комнату. Там даже лежат какие-то старые, никому не нужные, заброшенные снимки. Как бы хотелось попасть туда внутрь. Особенность Баухауса в том, что в каждом доме есть такие вот стеклянные вставки. И здесь есть два входа, 22 и 22 алиф. И вот как они разделены. Здесь можно отчетливо увидеть, насколько различаются старые оригинальные окна и те, которые поставили новые. Новые абсолютно бездушные. Когда я говорю, что Баухаус на Адаре умирает, я имею в виду вот это. Во втором подъезде состояние чуть получше. Как можно было довести свой дом до такого состояния и не заменить такую красоту на новые окна? В каждом доме стеклянные вставки разные. Здесь они сделаны в виде всего лишь 2 окошек на каждом этаже. Здесь люди заботятся о своем личном пространстве. У них очень красиво. Они нарисовали на стенах ящериц. Даже поставили лавочки в придомовом пространстве. На улице и внутри подъезда. Здесь, наверное, живет какой-то художник. Другая особенность домов в стиле Баухаус – это необычные перила. В некоторых домах они повторяются, но вот здесь такие перила, которых нет нигде. В этом доме сохранились не только оригинальные перила, но и оригинальные вставки над дверьми, а также ящички для молока. Молочник приносил сюда молоко и забирал пустые бутылки. Вот еще один такой, а здесь уже другое окошко. Сейчас ими уже никто не пользуется, и в тех домах, где их не убрали, их просто закрашивают под цвет стены. Над каждой дверью вставка другая. Посмотрите, они абсолютно разные. Везде. А вот здесь даже сохранилась ручка. Я хочу быть вашим молочником. Тук-тук. Посмотрите, как архитектурно построено это пространство. Оно очень функциональное и очень приятное для глаз. Это не простые перила. Очевидно, что эти люди очень любят свой подъезд. У них все обвешано картинами. Везде стоят растения. Посмотрите вот на это. Это типичная вещь для наших домов. У нас на Адаре везде так. И если вам кто-то из этого дома скажет, что он на 3-м этаже живет, вы ему не верьте. Особенно, если соберетесь нести ему холодильник или стиральную машинку. Забавно, но люди, которые живут у нас на районе, принимают свои пространства как данность. Они даже, наверное, не понимают, в какой исторической ценности они живут. И будет очень жалко, если это все снесут когда-нибудь и построят новые безликие дома. Надеюсь, этого не произойдет. Вот здесь люди позаботились о своем придомовом пространстве и убили его напрочь. Обложили каким-то безликим камнем. И все. Вот такие вот оригинальные окошки здесь были. А вот что они поставили с этой стороны дома. Ну, полный облом. И вот тут тоже оригинальность, красота и тудум. Ну за что? За что вы так с этой красотой-то? Но вид из подъезда у них, конечно, шикарный. Еще одна отличительная особенность домов в стиле Баухаус – это функциональность крыш.
Обычно крыши были общественными пространствами для жильцов. Как жалко, что они не все сейчас открыты из-за того, что у нас наркоманский район. Израиль славится не только большими тараканами, но и особенной архитектурой в стиле Баухаус. Например, вот эти остатки перил. Да, когда-то они были очень красивые, я вас уверяю. А также прекрасным сочетанием форм и размеров. Круг, квадрат, круг, квадрат. Только дом не покрасили. Жаль. Здесь уже совершенно другие окна. Одно длинное, два тройных и три вот таких. Вы себе вообще представляете, как здесь жили люди? Они сюда заходили каждый день. Они приходили на свои балкончики, смотрели на своих соседей, общались, радовались друг другу. Их дом был вот такой, не такой. Он был весь вот такой. А теперь Баухаус умирает. Крыша этого здания обнесена голубым забором. Раньше это тоже было общественное пространство. Это необычный дом. Весь он – это сочетание полукругов и прямых линий. Посмотрите, какой он длинный. Он такой длинный, что задняя часть его уже никому не нужна. На нижнем балконе стоит оригинальная дверь, ее сняли, и она уже никому не нужна, хотя она в прекрасном состоянии. Но это еще ничто по сравнению с тем, что сделали с верхним балконом. Они убили Кенни, сволочи! Есть чисто питерская херня, это вы знаете что. А чисто израильская херня – это вот эти вот маленькие окошечки. Посмотрите, какой оно ширины. Очень маленькое окошечко в стенке. Они используют любую стенку для того, чтобы сделать окошечко. А любое окошечко используют для того, чтобы завести в него трубы с водой. Коммуникации снаружи – это тоже чисто израильская хрень. Они здесь просто везде. Когда люди жили в этом доме, как они распределяли, кому достается маленький балкончик? Или это с одной стороны маленький балкончик и с другой стороны большой балкончик от той же квартиры? Надеюсь, что да, потому что иначе было бы очень обидно. У этих соседей есть выход на крышу. И у этих соседей есть выход на крышу. А это дом с другой стороны. Как хорошо, что здесь сохранились оригинальные окошки. Также в этом доме на последнем этаже сохранились оригинальные трисы. Как хорошо покрасили половину и как плохо не покрасили вторую половину этого же дома. Стеклянные вставки над каждым входом очень разнообразные. Я вот прям советую ходить и смотреть на все. Прямо возле подъезда моя любимая мусорка. Посмотрите, как их закрывали. Второй уже нету. И вот это, ребята, вот это на выходе из подъезда, это тоже норма. Здесь Баухаус тоже умер. Те окна, которые остались, еще держатся, а те, которые уже покинули нас, не заменяются. На каждом этаже этого дома было не только окно, были еще и маленькие перила красного цвета. И окна были необычные. Ну, хоть бы на обычное заменили. Ребят, ну почему вы так со своим домом? Смотрите, тут я нашла ящик для молока, который открывается. С другой стороны тоже должна открываться дверца. Но я не уверена, что конкретно это ящик для молока, потому что он какой-то маленький. И, конечно же, выход на крышу заварен, завален и закрыт. А перила, оказывается, в этом доме были всегда красные, пока их не перекрасили наши чудные соседи. И вот это идеально совмещалось с красным заборчиком возле окна. Здесь их уже покрасили в черный. Хотя красный еще выступает снизу. Небольшой перерыв на пальму, а точнее на 2 пальмы, потому что конкретно вот эту пальму посадил Альберт Эйнштейн. Вот доказательство. Своими вот этими вот умными руками посадил ее прямо вот сюда. Вон она какая вымахала, огромная. А соседнюю пальму высадила его жена. Я не знаю, почему они не рядом. Может быть, для того, чтобы красиво обрамлять вот это здание? Скорее всего. Но это очень красиво. Итак, пальма Альберта Эйнштейна и пальма его прекраснейшей жены Эльзы. Вот прям вот своими красивыми руками
Вот эту пальму сама и посадила. Я не архитектор, я вообще в этом не разбираюсь. Я просто человек, который любит красивые домики и любит снимать красивые домики. Я вам показываю то, что нравится мне. Если вы, случайно, архитектор, и поняли, что я что-то говорю не так, то, пожалуйста, напишите об этом в комментариях, так всем будет намного веселее. Вот этот дом, например, был построен в 1922 году в эклектическом стиле. И знаю я это только потому, что это написано на табличке. Дом в эклектическом стиле, конечно же, просто конфетка. Особенно верхний балкончик. И не везде, конечно, умирает традиция красивых окошек над входом. В некоторых местах они прекрасно сохранены. В этом доме сохранились не только окошки, но и окошко над входной дверью и сама дверь. Оригинальная дверь тех времен. Да, она видела израильских бабушек. В соседнем доме сохранились оригинальные ставни. И на них, вы посмотрите, сбоку маленькие человечки. Это для того, чтобы окно зацеплять, когда оно открыто. Что я люблю в наших старых домах, то, что здесь всегда заморачивались о ступеньках. Это не просто ступеньки. Они повторяют форму перил. Ступеньки здесь оригинальные, плитка на полу тоже. Непонятно почему на каждом этаже есть вот такой вот маленький столик. Посмотрите, как красиво. Они заморачивались. Им не нужно было, чтобы все было просто. Им нужно, чтобы было красиво. Здесь столик отломался, но его все равно сохранили. Еще один балкон в стиле Баухаус напротив. Но не может быть просто балкон, это должны быть особенные перила. Особенность этих перил в том, что здесь есть подставка для цветочных горшков. Это одно из моих любимейших зданий, у него очень необычная форма. С другой стороны, балконы такой же формы. Оно симметричное. И на балконе, и на подпорках повторяющийся полосатый мотив, чтобы было весело и красиво. Дом этот отличается своими неимоверно большими балконами. Между двумя балконами стеклянные вставки, и здесь они сохранились на всех 3 этажах. Когда выбирали, что покрасить, я думаю, они очень заморачивались, потому что это выглядит очень гармонично. Он не весь кирпичный, он только местами кирпичный и в правильных местах. Вот этот прямоугольник в их придомовом пространстве – это бывший бассейн. Я сказала это, и я уверена в этом на 90%, потому что у нас есть еще такие примеры на районе. Обычно такие большие дома были оснащены бассейном и теннисным кортом, или и тем, и другим, или чем-то одним. Люди жили здесь. У них были эти маленькие балкончики, которые смотрели прямо на своих соседей. Но у них было шикарное придомовое пространство, а также прекрасная зелень прямо возле дома. Зелень осталась, а пространство, они хотя бы высадили здесь цветы, они кидают мусор. Эта палка бордовая заканчивается в конце каким-то кругом. На крыше, очевидно, тоже что-то есть. Видите, какие у него необычные формы? Он полукруглый, местами прямой. У него есть колонны, а также перила, которые повторяют форму дома. И дополнительный вход. Вы скажете, что это не бассейн, потому что здесь растут такие огромные пальмы. И будете правы, возможно. Но я знаю еще один такой дом, в котором есть такой же прямоугольник и такие же высокие пальмы. И на том доме подписано, что то, что находится внизу, это бассейн. А сейчас побудем немного конспираторами, потому что пока я готовила это видео, я сходила в библиотеку. И вот что я нашла. В книге написано, что возле дома разбили сад, но посмотрите на эти фотографии. На что это похоже? Мне на воду. Посмотрите, здесь сохранилась оригинальная надпись. 1-й этаж. Оригинальная железная табличка. Здесь находится объяснение, почему эти стеклянные вставки с открывающимися окнами стали не такими функциональными, как казались. Пожалуйста, не открывать, в окно влетают голуби. Ага, а потом гнездятся в подъезде. Я уже говорила вам про перила и про то, что они повторяют ступеньки. Здесь ступеньки квадратные.
Перила, соответственно, тоже. И оно тоже красного цвета. Очень хорошее цветовое решение, по-моему. Очень красиво и радует глаз. Еще бы подкрасить это. Ребят, это невероятно, но здесь тоже сохранилась табличка. Посмотрите, она настоящая. Она сделана из... Ребят, это не железо, это керамика. Посмотрите, что сделали со своей табличкой суки с 3-го этажа. Постепенно поднимаясь, мы дошли до последнего этажа этого дома. И здесь находится то, что отличает наши израильские дома. Это есть у нас практически везде. То, о чем я говорю, это влажность и плесень. Очень много влажности, очень много плесени и очень мало денег на уход за подъездом. Бетонный круг, который мы видели снизу, на самом деле вот такая вот крыша, небольшая, видимо, тень. Здесь соседи могли встречаться, общаться друг с другом и смотреть на прекрасный вид. Практически как прогулка по питерским крышам, только крыши Хайфы. Придомовое пространство внизу никому оказалось ненужным. А здесь наверху, посмотрите, тоже когда-то был балкончик, из которого сделали непонятную хрень. И вывесили еще трубу для сушилки. А вот и еще один держательный человечек. Они у нас везде. Отсюда видно этот дом с необычными большими балконами. Вот им повезло. Жаль, что это пространство, которое было сделано для людей, не служит своей цели. Если бы вы жили в этом доме, вы бы обустроили себе эту крышу для посиделок? Напишите в комментах. Вот здесь ребята сохранили оригинальные окна на 1-м этаже. Так как это 1-й этаж, то человечков уже всех оторвали и украли. А вот этот дом обновили. И все, он потерял свою красоту. Теперь он пустой. Вот в этом доме сохранилось много элементов функциональности Баухауса. Например, маленький магазинчик на 1-м этаже. Он, конечно же, сейчас не работает, но его хотя бы не снесли. Вот такой вот он маленький. Посмотрите, пожалуйста, на вот эти перила, на их форму. Вы увидите, что она повторяется просто везде. Вот чуть дальше балкон 1-го этажа. Им, конечно же, сейчас никто не пользуется, но даже здесь перила повторяются. Посмотрите, здесь еще был какой-то такой вход в каморку в непонятную. Здесь жил папа Карло, но его давно замуровали. В этом доме даже железная решетка над окошками, над дверью повторяет те перила. Смотрите, как в этом доме защитились от разрушающей плесени и падающего потолка. Забили все железом, но влага пробирается через стену. Что же мы видим на крыше? Такие же перила, как и снизу. Красивый полукруглый балкон. И у соседей такие же перила. Это было их общественное пространство. И я могу сказать, что им пользуются. Здесь очевидно, кто-то выходит сюда пожарить шашлычки, посидеть. Может быть, даже повесить белье, судя по тому, как эти решетки зацеплены. Посмотрите на дом напротив. Вот его оригинальный вид. Маленькие полукруглые балкончики спереди. Стеклянные вставки прямо над входом. И самая необычная часть этого дома находится вот тут. Здесь все починили и сделали очень красиво. Прекрасный последний этаж. Вот он такой весь правильный, весь пластиковый, дохлый и неинтересный. А вот его сосед снизу. С оригинальной балконной дверью. Она состоит из 2 маленьких створок. И оригинальными перилами на балконе, которые похожи на балкон соседнего дома. Жаль, что этот балкон уже никогда не послужит своей цели. Он просто убит в хламину. И у соседей, конечно же, выход на крышу. Сейчас там квартиры. Они разделили друг друга железной сеткой. Этот дом тоже просто шикарное сочетание форм. И у него балкончики железные повторяют полукруги. Они сохранились на всех этажах. И даже маленькие окошки закрыты такой же решеткой.
и выступы на стене. Посмотрите, этот выступ продолжается даже под балконом. Казалось бы, зачем? Это самый центр. И раньше эти балконы смотрели прямо на средоточие жизни в этом районе. А теперь они смотрят на средоточие суеты. Рядом с этим прекрасным полукруглым домом находится очень треугольный дом. И они стоят здесь вместе с самого начала. А напротив их брат. Вот как они выглядят с этой стороны. Еще один особенный дом у нас на районе – дом с лошадками. Дом с лошадками перекликается с домом напротив. А мы можем ходить и наслаждаться этим каждый день. Дом с лошадками очень необычный. Ну, во-первых, он огромный, и здесь, очевидно, много пространств под магазины. И даже вот там вот внизу он продолжается, и там тоже есть пространство под магазины. Вот здесь, под арками. Вот здесь вот, судя по перилам и виднеющиеся двери, очередное общественное пространство, какая-то крыша, на которой люди могли встречаться, когда они здесь жили. Если этот дом использовался для жилья, его обратная сторона нравится мне еще больше. А вот и обратная сторона дома с лошадками. Феерия стеклянных вставок над входом. Причем нету входа. Ну, то есть, скорее всего, это переделали. Или это так и было, и эту феерию сделали просто вот, чтобы было. Но она здесь не одна. Также есть вон с той стороны, вот здесь вот с угла не очень видно. И с этой стороны. Точно такие же до самого верха. Шикарный дом. Просто это вот самые, наверное, большие вставки из всех, которые я видела у нас на районе. И в отличном состоянии. Рядом с домом с лошадками находится мой самый любимый балкон. Он самый любимый, потому что, во-первых, он повторяет верхний, то есть у них оригинальные вот эти вот перилки. А во-вторых, потому что здесь сдается квартира уже очень много лет. Или они просто не снимают табличку. Я номер не буду замазывать. Если кто-то захочет, можете позвонить. Посмотрите, как легко можно зайти к себе домой, если ты снимешь квартиру с этим прекрасным балкончиком. Всего лишь нужно зайти вот сюда. Ой, закрыто. Но я знаю, как подойти к этому дому с другой стороны. И там уже нет чем закрыться. Здесь тоже прорвало как-то трубу, ее уже не стали чинить. И вот это то, что осталось. Дом плесневеет, дом помирает. Всем пофиг. Тут вот такое вот необычное окно, забитое железом. Когда-то это были вот эти вот деревянные красивые окна, и их просто заколотили, потому что это прям слишком низко. Я думаю, там даже сейчас никто не живет. А здесь очень наркоманский район и очень опасно. Особенно ночью. Вот. Это вход в подъезд в дом с моим любимым балконом. Так что, если вам понравился также и подъезд, вы знаете, что делать. Здесь тоже было когда-то окно. Его заделали кирпичами. Вот так вот вы выходите отсюда, сюда и на главную улицу. Здесь когда-то тоже был какой-то красивый вход с оригинальной решеткой, но и его замуровали демоны. Посмотрим, если можно выйти с этой стороны, или я застряла. Я капец как застряла, ребята. Придется идти в обратную сторону. Возвращаться через все эти жуткие ебеня. Я не знаю, как здесь можно жить, если честно. Очень страшно. Ну, этим входом, очевидно, никто не пользуется. Тут вообще разбитые ступеньки и трава. Трава. И платная парковка. А о чем тратить место? Вот. Разрисовали, забор поставили, деньги берут. Молодцы! Некогда красивый и центральный дом просто замурован. Маленькие балкончики превратились в какие-то соты. Здесь вообще когда-то было окно, и вместо него теперь вот половина оригинальной ставни. И, кстати, еще одни человечки. То, что осталось,
Это вот этот вот один несчастный человечек, который служит своей цели и держит полумертвое, разрушенное окно, которого не существует. Но он там, и его брат там. Знаете, что это мне напоминает? Ганса Христиана Андерсена. Сказка называется «Старый дом». Так и здесь. Старый дом. И эти человечки живут. Они сохранились. Они здесь для того, чтобы простоять еще века и держать это окно, которого не существует. Вот этот дом – это вообще печаль и позор. У него, очевидно, баухаусные балконы, которые просто полностью заделали какой-то непонятной херней. И теперь он выглядит вот так. Он просто весь изнасилованный стоит. Смотрите, мы сохранили оригинальные перила, оригинальное деревянное окно, поставили сверху непонятные вот эти пластиковые трисы, сохранили, конечно же, ну как же можно без этого, стеклянные вставки над главной дверью, но везде поставили ужасный этот пластик. И вот так живем. Передний фасад этого дома не только покрашен и обновлен, но еще и украшен прелестной шторкой для балкона. А вот сзади когда-то это был вход. Это был чей-то вход в чей-то дом. Люди не заботятся о своем доме. Эта часть, очевидно, уже никому не нужна. И его сосед с прекрасными полукруглыми балконами. Снизу ребята решили не сохранять красоту. Выше ребята оставили оригинальные перилки, шикарные. А еще выше заделали все железным листом. Здесь кто-то живет. И там кто-то живет. И это их вид. Каждый день. Из окна. Этот дом я называю полубаухаус, потому что он как будто бы оторван просто наполовине. Но он такой же красивый, конечно же, с колоннами. И идеально полукруглый. Все дома, которые построены здесь, стоят с начала основания района. Все они служили для того, чтобы люди могли жить, а также прямо там же заниматься торговлей. Вот они, все эти магазины, которые находятся прямо внизу. Здесь сохранились оригинальные витрины. Вот магазин, он работает, внутри можно было зайти, и использовались вот эти вот витрины. Самое забавное, что здесь есть даже маленький замочек. Маленький замочек и огромная дырка. Посмотрите, насколько здесь подох Баухаус. Вот здесь на балконе красивые оригинальные перилки. Дверь не сохранилась, окна не сохранились, ну хотя бы перила, и на том спасибо. А вот их соседи вообще заморачиваться не стали. Они просто прямо в эти перила нахерачили кирпичей. С этой стороны дома маленький балкончик закрыли просто плотной стеной. Хотя им вполне можно пользоваться, потому что он находится за огромной железной дверью. И туда никто не заберется. Посмотрите, какое пространство, как можно было это закрыть. Никому это не нужно. Сверху, кстати, продается обувь, и этот магазин до сих пор открыт. Я иногда прохожу, и я вижу его открытым. Так что он работает. Но все остальное просто никому не нужно. Здесь стоит оригинальная дверь. Посмотрите, насколько она живая, насколько она красивая. Вся. Железо, стекло, заклепки. Она вся просто идеальная. Витрина, огромная витрина, в которой раньше могло стоять что угодно. Куклы, одежда и дверь. Входная дверь. Стекло, металл, а внутри даже стоит старый прилавок. А сверху у них сохранился оригинальный железный ящик, видимо, для электричества. Кусты выдают запустение. Хотя здесь не разбиты стекла. Возможно, здесь совсем недавно кто-то работал. Все дома здесь под стать друг другу, но каждый распоряжается с ними как хочет. У этого дома фасад какой-то непонятный каменный, который совсем сюда не подходит. А этот дом его близнец, только с квадратными балконами посередине. Вот так вот здесь живут. Обувь хранят на кондиционере. Рядом вот здесь вот у них такая оригинальная самодельная сушилка для белья. Очередной пример того, как Баухаус умирает с одной стороны и живет с другой. Тут они все покрасили, позаботились о своем домике, а здесь у них плесень и разруха. А еще у них вот здесь вот в доме сквозная дырка, что наводит на мысль о том, что снизу когда-то был проход в придомовое пространство. А вот эта вот зеленая дверь находится как раз
под вот этой вот дыркой. И в этом доме тоже шикарный ансамбль ступенек. Баухаусный ансамбль ступенек, конечно же. Шикарные стеклянные вставки над дверью. Все в плесени. У них тут все просто покрыто плесенью. А это дом «Волна». Спереди полукруглые балконы, а сзади настоящая волна. Дом «Волна» тоже оказался сквозным. Очередной повторяющийся мотив. Дома, которые стоят рядом, дополняют друг друга. Дом «Волна» с обратной стороны полукруг идеально дополняет дом напротив. По-моему, эти круглые балкончики идеально дополняют друг друга. Как же классно, наверное, жить в таком наследии, только очень шумно. А вот и они, оригинальные, настоящие держатели для ставень. Человечки. Античные, греческие, римские. Не знаю. Точно копия. Копия чего-то античного. Они находятся прямо на улице, ребята. Люди ходят здесь каждый день. И я уверена, что никто из них не видел, что здесь находятся оригинальные держатели для ставень. И они будут здесь еще годами. Я надеюсь, что они останутся здесь навсегда. Они же просто красавцы. Кстати, ни один из них не сохранил своего брата. У этого брата нет. И у этого тоже. Так что они здесь совсем одни. Они даже не знают, что у них есть собратья на других домах, которых мы сегодня нашли. А в этом доме находится магазин, с которым я хочу вас познакомить поближе. Но сначала сам дом. Это дом знаменитого еврейского доктора Хиллеля Яфе, борца с малярией. Дом, построенный в 1921 году. Он был одним из первых жилых зданий района Адар. Вот как он выглядит в наши дни. В него пустили корни. С владелицей магазина я познакомилась через ее пост в Фейсбуке. Она писала свой крик души, сравнивая район Адар и Нижний город. В числе прочего она написала: «Адар – место, где я работаю, место, где находится мое детище, мой магазин, который совершенно туда не вписывается». Я пересмотрела кучу старых фотографий, и я вижу, каким может быть этот потрясающий район, который хереет на моих глазах. Я абсолютно согласна с Адой и благодарна ей за ее мнение. Приходите в магазин Ада Арт, когда будете на Адаре, чтобы познакомиться с его милейшей хозяйкой. Если вам понравилась наша сегодняшняя прогулка, то, пожалуйста, оставьте комментарий и поставьте мне лайк. А еще подпишитесь на мой канал, потому что я снимаю это из какого-то вонючего, зассанного угла, для того, чтобы у меня была красивая картинка. И вы меня отблагодарили своим комментарием. Бай-бай!